Всем привет, это Диана. И если вы со мной, то вы, как и многие путешественники, задаетесь вопросом, как остаться в солнечном и теплом Таиланде подольше. В этом видео я попытаюсь рассказать, как остаться здесь на целый год всего за $1000. Да, это всего за $1000, так как есть некоторые варианты, например, Elite Visa, которая стоит $1,5 миллиона рублей. Поэтому да, это еще дешево. Начинаем. Конечно, существует еще множество опций по растягиванию визы здесь, но в данном видео я расскажу именно о том способе, который составляет наименьшие затраты по времени, по деньгам. Это наиболее удобно. И данный способ — это получение студенческой визы здесь. 45-летние мужчины, судя по моей аналитике. Не спешите переключаться, подождите еще 5 лет и подайтесь на пенсионную визу здесь. Ну, а если нет времени ждать, то оставайтесь со мной, потому что ее выдают всем, начиная с 12 лет, и далее порога нет. Что по данной визе можно изучать? Это, конечно же, языки: английский, тайский, китайский и любой другой, который предоставляет школа. Также можно сюда включить основы компьютерной грамотности, тайский массаж, тайский бокс. Это все можно изучать также по визе. Но все-таки советую выбрать языки, и стоит обратить внимание на то, что необходимо связаться со школой еще перед тем, как вы приедете в Таиланд, для того, чтобы они успели подготовить все документы, и вам не пришлось дополнительно делать какие-либо визараны, бордераны. Это же может вызвать дополнительные расходы. Поэтому далее, после того, как вы связались со школой, действуем по следующему алгоритму. Первое — это приезд в Таиланд. Вам поставят штамп на 30 дней, сейчас ставят именно настолько, и за это время необходимо решить уже окончательно все вопросы со школой, с документами, быть готовым к следующему этапу. И это оплата курсов. Выбираем курс, оплачиваем его в школе. Естественно, цена зависит от города, от непосредственно самого курса, то есть язык это, либо массаж, либо еще что-то. Советую выбирать город Хуа Хин. Здесь самый шик. Лично я выбрала курс английского языка. Для визы я платила 60 часов. Далее, при расходовании всех этих часов, вы будете либо оплачивать дополнительно их, либо нет. Это уже на ваше усмотрение, потому что далее это не обязательно, так как визу вам все равно будут продлевать на оставшийся срок до года. Итого занятия английского обошлись мне в 15 000 бат. Следующий этап — это оплата непосредственно самой визы. Годовая виза стоит 12 000 бат. После того, как все документы собраны, они все проверены, у вас есть разрешение на это все, вы едете в иммиграционный офис, оплачиваете пошлину за визу. Есть еще один этап — продление. Если вы счастливый обладатель вашей студенческой визы на год, то не спешите радоваться, что на этом все закончилось. Существует продление. Оно делается каждые 3 месяца. Каждое продление стоит 1900 бат, так как всего их 3, то в сумме выйдет 5700 бат. И вот теперь все. В зависимости от курса бата к доллару цена набегает примерно в $1000. Итак, почему же я рекомендую именно этот способ? Во-первых, нет дополнительных каких-то стрессов, например, как при бордеранах, при визаранах. То есть нет никаких моментов, которые бы могли просто случайно вклиниться в процедуру получения визы. Соответственно, нет непредвиденных расходов. Это целый год проживания в стране и обучения к тому же. Далее будет важная информация, и самое главное — это срок визы. Независимо от того, когда вы начали делать эту визу, когда вы начали подавать документы, она закончится ровно после года въезда в сам Таиланд. То есть если вы захотите добавить туда некоторые дни, месяцы и тому подобное, вы проживете месяц здесь, только потом начнете делать визу в надежде, что это добавит вам месяцы проживания, то нет, это так и не работает. Она окончится ровно тогда, когда пройдет год с момента въезда в Таиланд. Забавно, но посещать занятия в школе, на курсах вообще не обязательно. Главное просто вовремя продлеваться, и все. В целом я вам не советую так делать, потому что
из-за наплыва студентов сюда учащаются случаи проверок. То есть приходит офицер в школу, проверяют посещаемость студентов, вообще кто вообще есть на занятиях. Еще не стоит забывать, что так как вы студенты, опять же, вы не можете просто так взять и уехать в другую страну, потом приехать обратно, потом опять уехать в любое время, когда вам захотелось, а тем более во время учебного года, не во время каникул. Естественно, это делать нельзя. В таком случае виза просто у вас аннулируется, и когда вы будете въезжать в Таиланд, вам просто сделают запрет на въезд. Но все же при определениях есть некоторые даты, в которые выезд возможен, но при этом стоит делать заранее разрешение на выезд. Есть многократное, однократное, в зависимости от того, что вам нужно, как часто вы будете выезжать. И вам нужно заранее приехать в иммиграционный офис, договориться об этом с офицером, оплатить пошлину и тогда уже преспокойненько отправляться, куда вы там хотели. Еще многие думают, что курсы языка в Таиланде — это что-то такое посредственное, это что-то типа тайглиша, то есть это ничему не научит и просто деньги на ветер. Я скажу, что это совершенно не так. В любой школе есть люди, носители языка, которые, естественно, они вам прекрасно будут преподавать английский, это их родной язык, почему нет. Также во всех школах есть разделение на группы по уровню языка, начиная от начального, где вы вообще не знали, что такое алфавит, и заканчивая, например, бизнес-школой. Кроме того, можно обучаться индивидуально, что-то типа репетиторства, выбрать наставника, да, того преподавателя, который вам нравится, и заниматься с ним непосредственно. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, welcome в комментарии, я с радостью отвечу на них. А также буду рада вашей поддержке, палец вверх и обязательно подписки. До встречи!